Оце треба було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Guard.ua. Итак, вот это я понимаю старт. Может на следующем раунде мне еще один гоблин-убийца перейдет? Я буду вообще дико рад этому. Я не откажусь от такого царского подгона. Ну, старт мне нравится. Короче, какой у меня план на эту игру? На самом деле, перед тем, как начать поиск игры, я уже подумал о том, что я хочу поиграть на одном из своих любимых героев вне меты. Это Марси, и либо же я буду играть через синергию кунг-фу. Но я думаю, через синергию кунг-фу я уже часто показывал этот билд. Поэтому давайте я поиграю сегодня через гритеров. Вот. Давайте поиграем сегодня через гритеров. Да, там легендарные фигуры есть жесткие. Я на самом деле... Вот это царский подгон. Вот это я понимаю. Вот это... Чувствуете, ребят? Чувствуете? Запах денег. Не чего-то коричневого, а запах денег. Вот серьезно, запах денежек. Вот этого я понимаю. Вот это я понимаю лакшери жизни. Вот это вот то, что доктор пописал. Можно мне так каждый раз, в каждой катке будет, соответственно, приходить гоблин-убийца со старта. Можно, конечно, чтобы мне еще один гоблин-убийца пришел в 2 звезды. Я максимально буду пытаться реализовать их по деньгам. Короче. О, как. Джаггер. Джага-джага. Джага-джага, это интересно. Так, ух ты, забузил. Отлично. Но это серьезно, это лакшери жизнь. Я ж, короче, наверное, даже выйду... Возьму клевер. Возьму клевер не просто так, и, возможно, мне, если придет панда, то я, соответственно, поставлю панду. И попробую, может, что-то с панды выпадет. Может, я вообще перестрою свой маршрут и буду играть не на Марсе керри, а, соответственно, на каком-то ином керри. Ну, короче, я думаю, вы меня прекрасно поняли. Так. Давай мне еще Мейлшторм. А чё это значит? Вот это я понимаю старт. Вот это я понимаю лакшери жизни. Обалдеть, да? Как же мне давно так хорошо не приходило. Отвечаю. С рандомного сундука нужный предмет. Да боже, это старт идеальный. Тут по-любому должен какой-то подвох быть в этой катке. Отвечаю. Не может быть такого, что мне вот так вот все хорошо идет, и, соответственно, подвоха никакого не будет. Нет, по-любому будет какой-то подвох. Я, зуб давать не буду, это дорого, но я более чем уверен, что это так и будет. Вот напишите мне в комментариях, кто со мной полностью согласен на этот счет. А, кстати, а где моя монетка? Плюс 3. Я что-то не понял. А где мои деньги? Я ж надеюсь, сейчас мне начислится, когда мой кэшбэк. У меня сейчас 20 монет, давай. А я не понял. О, Арт в этом уже нашел себе Марси, понимаю. Ты мою Марси там не трожь. И варежку не разевай на мою Марси. Я ж приду к тебе, поверь. Даже если я буду играть на гритерах не через Марси, я буду играть, скорее всего, через Мартретку. А раз я буду играть через Мартретку, то она просто тебе возьмет и твои бубенчики чик-чик, и все, и тебя нет твоей Марси, все. Боже, у меня такое настроение интересное. Ну ладно. Об этом попозже. В самом деле, наверное, может мне уровень взять. Короче, для того, чтобы мне находить Марси, мне надо будет взять 7 уровень, заблокировать одну из синергий, я думаю, охотников заблочить. И все, вот, охотников заблочить, соответственно, чтобы мне приходили редкие фигуры. Там, короче, на 7 уровне и на 8, если не ошибаюсь, то на 7 и 8 уровне максимальный процент выпадения синих фигур. Синих не в плане выпивших. Просто синих. Ну, либо выпивших. Короче, надо, наверное, поиграть в максимальный инкам. Короче, раз панда мне не приходит, клевер, идешь лесом. Естественно, палочку-выручалочку мы берем. Это палочка Манки Кинга на минималках. Если бы она еще и стандовала, то было бы вообще 10 из 10. 2 чувака играет на лустрике. Это мне только в кассу. Мне такое нравится. Можно мне еще какое-то лютое усиление придет? Например, зомбарь в 2 звезды. Не, на самом деле я был бы больше уверен в свой стол, если бы у меня была Марси в 2 звезды. Намного более был бы уверен в свой стол. Либо Мартретка в 2 звезды. Ну, короче, что-то такое. Я и сейчас, в принципе, как бы, доволен. Кстати, ребятки, давайте так. Я уже отснял этот контент. Но он просто не то чтобы однотипный, да, он просто...
Ладно, короче, это более-менее однотипно, потому что там каточка с 6 богами. В общем, давайте так. 50 лайков под данный ролик. И завтра я выложу ролик с Абадоном в 3 звезды через 6 богов. Там катка на 40 плюс раундов. И вам она очень понравится. Там мы будем бороться за топ-3, за топ-2 и за топ-1. Все вместе. Там такая толпа будет, там такая неразбериха. Короче, 50 лайков под данным роликом, и я эту каточку выложу. Вот прям завтра выложу. Несмотря на то, что она очень похожа на предыдущие. Но, я думаю, вам понравится. Там прям лютая заруба была. Там будет и кунг-фу, и инсектоиды, и убийцы. Короче, там будут очень веселые катки. Поэтому давайте, 50 лайков по данным роликам, и я выложу эту каточку. По-моему, кстати, я сдох. Если мне не ошибает ничего. Или не сдох. Или сдох. Ну, вроде не сдох. Не сдох, отлично. 40 монет. Боже, у меня идеальный инкам. Тьфу-тьфу-тьфу. У меня вообще все прекрасно в этой жизни. Ладно, я вот так вот сделаю. Я не... вот это там чувака стол на гритерах. Там жрица в 2 звезды, это уже много чего значит. Ну, короче, там жесткий стол у паренька на РТВ. Но у него денег нет, а у меня деньги есть. Поэтому я первый выхожу в 7 уровень. Блочу синергию охотников и кайфую от жизни. Так, что я говорил? Короче, ребята, за 50 лайков вы слышали? Выложу эту каточку. Не будет 50 лайков, выложу ее попозже. Когда попозже, не знаю. Но это байт на лайки. Это байт на лайки, как вы могли понять. И хочу напомнить, что у моего канала есть телеграм-канал, где я пишу по обновлениям этой игры, когда стримы. И самое главное, есть чат комьюнити, где мы все переписываемся, общаемся и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому присоединяйся к моему телеграм-каналу и также подписывайся на мой YouTube канал, потому что цель у меня 5000 подписчиков. Ну и поддержи меня, потому что мне нужны как лайки, так и комментарии 3 слов. Поэтому просто поддержи, просто вот уважение и почтение тебе будет за это. Так, я, наверное, сразу возьму 7 уровень. Ого, там у чуваков уже стол. Там столы огромные. Обидно, конечно, что я проиграл раунд, но если бы у меня было более-менее адекватное усиление, я бы его не проиграл. Но адекватного усиления нету. Я так понимаю, тут еще и конкуренция на Марсе будет. Марси это моя девочка, Марси я обожаю. Боже, ребят, я не знаю, как вам, но Марс для меня это просто one love. Марси это как состояние души, понимаете? Это мое инь и янь. Просто, не знаю, это просто кайфовый герой. Просто кайфовый герой. Просто кайфовый герой. Мне он очень нравится. Просто 10 из 10. На мобов я не буду ставить гритеров, в этом нет никакого смысла, поэтому поставил такой вот стол себе сейчас. Если мне сейчас еще и повезет с реликвией, будет вообще 10 из 10. Я, кстати, Луну поставлю лучше. Пока что отлично. Не, ну тут жесткий стол у РТВ. Мне тоже хочется что-то такое вот классное. Какой вообще стол на гритерах я вижу? Во-первых, ребят, на гритерах можно играть сразу через 2 имбы. Это антимаг плюс Манки Кинг, соответственно, через Гримтача плюс Дума плюс Гритера. И все. Вот такого вот стола вам хватит, чтобы разваливать все. Остальное можно просто докидывать. Там, если у вас Омник появится когда-то, то можно Омника будет докинуть и будет вот так. Вот. Короче, играйте на гритерах так, а я вот хочу через Марси. Марси это тоже супер-омега герой. Можно, конечно, собрать еще Мартретку. Можно так. Но знаете, какой я себе пул лично сделал? Марси керри, либо же антимаг керри, либо же Манки Кинг керри. Ну, естественно, 2 метовых героя, куда же без них, да? Я, наверное, возьму странные яйца. И, кстати, о птичках. А я-то могу вдруг чего на 15-м или когда-то пораньше поставить себе баф эльфов и сыграть через баф эльфов. Думаю, будет неплохо. Да. Возьму 7-й. На 7 уровне заплачу синергию охотников. И все остальное. Там у чувака стол уже огромнейший. Медальон я скипаю, он мне не нужен. Да, это уклонение, я все прекрасно понимаю. Вот, мать моя, в кисло-сладком. Я, если что, хотел не палку найти, а я хотел минус 6 брони найти. Чтобы вы понимали, под Марси, под любых героев через гритеров минус 6 брони. Если на 25-м условно вам падает дезолятор, то вы даете стычки минус 18 брони.
А если, дай бог, вам там, ну, не повезло с предметом 5-го тира и падает кираса, то я думаю, вы сами прекрасно понимаете, что там будет около минус 30 брони, и вы будете наваливать такого движа, что там у всех там будут сопли слюни разлетаться в разные стороны. Вот. Вот так вот. Может, Верку продать, взять Разора? Я так и сделаем. Так вот. О чем я говорил до этого? Капец, 155 тысяч мыслей, и по итогу вылетел из головы. Не знаю, я, наверное, возьму реликвию яиц. Как бы есть Мамора, есть мастерская Бума. Ну, тут, ну, прям вообще шикардос там, что есть. Че там тоже Марси покупает, понимаю. Ах. Я, наверное, все-таки возьму реликвию яиц. У чувака на арт в этом огромный стол и уже и винстрик. Ну, это неудивительно, если честно, с таким-то столом иметь винстрик. Хорошо. Хорошо. Пока что все хорошо. Все. 7 уровень взял. Сейчас нужно будет... Да, возьму, короче, реликвию яиц. Короче, сейчас нужно будет заблочить охотников. Убийц я не хочу блочить, потому что... я говорил по поводу билда моего идеального. Все. Как я вижу идеальных гритеров? Ну, естественно, это с легендаркой пятерочка идеально. То есть это темпларка, а еще лучше тролль пятерка, Свена можно поставить и тому подобное. Короче, как я вижу вот универсальный, независимый билд от легендарных фигур. Но вы будете зависеть от метовой фигуры. То есть первое метовое это антимаг, второе метовое это Манки Кинг, третье не метовая Мартретка, четвертое моя любимая девочка сладкая булочка просто Марси. Вот как керри. А потом добавляем вот такой вот пул. Гримтач, Дум, Рики, который тучку накидывает, это убийца, вот этот новый, который. Можно просто как саппортов поставить антимага и Манки Кинга, потому что у Манки Кинга, естественно, обалденный стан, все такое. Ну и дальше уже по вкусу выбирайте своего керри. Либо же антимаг, Марси и тому подобное. Ну, то, короче, вы это поняли. Самое главное, это вот такой вот пул. Гримтач, Дум, Рики. Уже 3 фигуры Гритер, естественно. Ну и остальные 3 фигуры это антимаг, Манки Кинг, плюс Марси, либо Мартретка. Ну, Мартретку вы не сможете взять, если будете Рики брать. Потому что Мартретка это ж убийца, а под Рики это будет, соответственно, 3 убийцы. Ну там вы уже должны выбирать сами. Почему я беру Рики? Во-первых, это тучка. Да, это огромная тучка, огромный такой радиус этой тучки, особенно если вы 3 звезды собрали. Держится долго. И пока вот эта вот тучка держится, это, соответственно, сайленс плюс уклонение. И это прям то, что доктор прописал. Чуваки не могут ничего кастить. А вот ты в эти 5 секунд наваливаешь так, как никогда в жизни не наваливал. Поэтому, ну, я выбираю Рики. Мне нравится с Рики играть. Типа, Рики на самом деле это не супер юзлес персонаж. Если правильно его реализовывать, то это тот персонаж, который таких проблем дает. Ой-ой-ой. Вот это мне идет. Мне, кстати, на мобах сейчас надо усилить свой стол. Сделаю как-то так. Надо вот так вот сделать. Интересно, что мне сейчас за предмет упадет? Кстати, возьму орка вместо Киос Найта. Киос Найт это хорошо. Кстати, пишем комментарии, какой ваш идеальный билд на гритерах. Я свой идеальный билд назвал, соответственно, назовите свой идеальный билд. Хотел сказать, типа, ну, знаете, вот я все время хочу поиграть с вами в игру, типа, какой билд у меня здесь будет, либо что тут будет, либо какой билд у подписчиков будет и тому подобное. И я прекрасно понимаю то, что я делаю превьюшку такую, что можно прекрасно понять, какой керри будет, соответственно, в этой катке. И я такой думаю, ладно, Санечка, ладно. Блин, молнии у меня уже есть. Молнии мне не нужны. Охотников блочу. Вот так вот. Орков распродаю. В самом деле, если бы у меня была Марси в 2 звезды, у меня бы, скорее всего, был бы уже винстрик. Ну ладно, я сейчас буду
Активировать реликвию. Так, это все дичь. Это дичь. И это дичь. И это тоже дичь. Ну, что я хочу сказать. Старт идеальный. Ой. О, найс. Да. Это то, чего я хотел, получается. На самом деле нет. Этого я явно не хотел. Ладно. Спасибо за гритера. Спасибо. Джаггера я апать не буду. Так, первое яйцо есть, окей. Хорошо. А я дурак? А я дурак? А я дурак? Вот это я красава. Я продал гоблина-убийцу и не подумал о том, что у меня есть друиды. Ой, Ой. Молодец, Саня, молодец. Так, я там вижу уже мою мартретку кто-то... Ой, мартретку, мою Марси забирают. Ребятки, я не рекомендую вам забирать мою Марси. Вообще не рекомендую. Это чревато последствиями. Вы зря это делаете. Ой, как зря. Ну, готовьтесь. 9 эльфов, да? Угу. Sunflower. Только попробуем Марси покупать. Только попробуем мою Марси покупать. Проблем не оберешься. Так, отлично. Что мне делать с Трентом? Из плюсов мне хотя бы гритер идет хорошо. Не знаю, может Хусик ко мне в 2 звезды хотя бы придет. С Хусиком в 2 звезды будет получше как-то. Кстати, у паренька тут тоже гритеры. А, это тут же гритеры, точно. У него тоже Хусик. Но мне, по-моему, порвет. Да не, по-моему, порвал. У него 2-звездочные фигуры. Типа, если бы у меня были 2-звездочные фигуры, я бы мог бы его вынести. Так? Нет. Нет, нет, нет. Наконец-то мое солнышко пришло. Вот это мне гритер идет. Я Трентуху оставлю, скорее всего. Хотя... Мое солнышко пришло. Я пока что рад. Я так не хочу яйцо тратить на Хусика. Короче, Трентуху продам. Ладно, я Хусика в 2 звезды соберу. Ну, не через яйцо, естественно. Яйцо я не хочу тратить на Хусика. Опять эльфы. Но ранний гритер в 3 звезды тоже будет жестко, на самом-то деле. Типа там столько скорости атаки дает по области и столько замедления дает. Кстати, пофиксили отображение. Теперь нет вот этих вот фиолетовых приколов, которые были до этого. Наконец-то Марси счет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, Санечка. Санечка, снимаешь? Вот это я понимаю, подгончик. На самом деле, я теперь даже в замешательстве, кого оставить Керри, либо же Марси сделать, либо же, соответственно, Хусика. Прикольчик. А знаете, что еще я только что понял? Что я немного поспешил. А почему я поспешил? Потому что есть вероятность, что сейчас мне упадет Мамора. А раз мне упадет Мамора, то у меня нет Марси. Поспешил я с апгрейдом на самом-то деле. Реально поспешил. Антимаг там уже, понимаю, Sunflower. Ты прям на скиллухе показываешь все. Окей. Окей. Угу. Понял, принял, осознал. Кстати, хотите прикол? Что я еще осознал? То, что когда мне придет
когда мне придет рыбалка, допустим, на 30-м раунде, да, то на 30-м раунде я смогу эту рыбалку заюзать и, соответственно, вернуть все свои бабки потраченные. Кстати, а знаете, что я заметил еще? Как мне обалденно идут яйца. Идут яйца обалденно. Вы заметили это? Вы заметили, насколько четко мне идут яйца? Мне пришло 2 яйца за всю реликвию. Скиллуха, да? Но это скиллозависимая игра, если что, я напомню. Так, радиус одной клетки. Вот так вот сделаю. Ребят, очень много людей, я заметил, что не используют тучку Рики как надо. Кто вдруг не знает, как работает тучка Рики, я объясню сейчас. Смотрите, тучка Рики работает следующим образом. Кстати, чел собрал 6 богов под шамана лавы. Ой-ой-ой, жестко. Но благо у меня эти гритеры, мне плевать. У меня есть свой сайленс, и за это время я могу тебе накостлять. Ого! Эмберу 2 звезды, ничего себе. А ты, я смотрю, ну, подготовился, да? От хила нет. Печально, что от хила нет. Ну, у Хусика есть свой хп-реген. На самом деле, мне так нравится Хусик. У него есть свой хп-реген, и он жестко наваливает. Единственное, что, ну, вот такое может быть. Тут меня прям как-то порвали люто. Короче, скиллозависимая игра. Я так понял, мне не думаю, никого не будет. Да, яиц нету. Понимаю. Ясненько. Антимаг 2 звезды, Марси. Ну как? Вот это закон подлости, ребят, в собственном соку. Показывают без смс-регистрации. Закон подлости в собственном соку. Вы это видите? Я решил поиграть на Марсе, и чуваки такие... Хе-хе-хе, Санечек. Я тоже хочу сыграть на Марсе. Поэтому я буду тоже играть на Марсе. Ты там хотел контент записать. Ну не будет тебе сегодня контента. Вот. Я тебе создам такую конкуренцию, о которой ты в жизни не слышал. Кстати, у меня 45 хп. Походу это будет блинкомом. Но мне реально как-то оно жестко не идет. О, антимаг, спасибо. Наныл. Чуточку. Ну, чуточку наныл. Ой, яички начинают. Ой-ой-ой, еще и думчик. Да, это жестко. Гритер, кстати, почти в 3 звезды. Дай Гритера. Антимаг. Но антимага я возьму. Без антимага у меня очень много хп будет отлетать. Охо-хо-хо. Без антимага у меня будет очень много отлетать хп, а я этого не хочу. Антимаг мне поэтому понадобится. Да, честно, если бы мне нормально Марси шла, я не хотел юзать имбу, но... В любом случае, антимаг у меня будет как саппорт в лейте. Пусть капать я не буду. Мне этого достаточно будет. Как жестко. Ой, как жестко говорит. Ну, плюс винстрик, спасибо. Это не надо. Сюда эту прикормку. Рики, хорошо. Марси, Думчик. Яйца я не хочу юзать. А вдруг мне сейчас придет 2 Марси, и я, соответственно, юзну себе 2 яйца и соберу его в 3 звезды. Ну, вдруг такая щедрость реально будет. Вдруг. Ну, короче, вот так вот сделаю. О! Это нам надо. Плюс 1 яйцо, это хорошо. Все, реликвия под конец решила накидать мне. Это мне надо. Вот, кстати, еще один гритер. Но мой гритер оказался сейчас сильнее, походу, да? Да. Отлично. Отличненько. В самом деле, в этой катке мне понадобится МКБ. Я так не хотел скипать этого Рики, но пришлось. Меня вынудили скипнуть Рики. Вынудили.
Я не хотел скипать реки, отвечаю. Не хотел. Ладно, сейчас посмотрим, что там мне за предмет 3-го тира упадет. Я надеюсь, что это будет какой-то драконий рог. Либо же бусы на отхил. Ну, посмотрим сейчас, что будет. Посмотрим, что сейчас у нас будет. Надеюсь, что-нибудь стоящее. Но чел на 6 багах там тоже... Да как? Еще и 2 антимага у тебя в запасе. Вы чё? Мартретка в 3... Не трожь мою Марси, Sunflower. Не, ну вы видите это? Наглая морда какая. Собирает мою Марси. Предательница Марси еще. Мне не идет, ему идет. Мне надо всего лишь одна Марси. Либо одно яйцо. Дезолятор возьму. И собрал этого сразу 3 звезды. Знаете, почему я взял дезолятор? Потому что это минус броня. Минус 12 брони, это вам не шутки. Хотя может рольнуть. Рискнул, короче. Риск оправданный. Риск оправданный. Мне такой риск нравится. Короче, смотрите. Маску 5-го тира я нашел. Следующие предметы будут 4-го тира. Надо МКБ, перчатка демонов. И все, в принципе. И жизнь удалась. Магов здесь на горизонте не видно. И это для меня супер-пупер. Супер-пупер. Как же ты меня бесишь, что ж ты моему Марсе собираешь. Ну еще предмет 3-го тира мне будет необходим. Это драконий рог. С драконьим рогом будет все хорошо. Без драконьего рога будет все очень плохо. Это, кстати, эльф пришел тоже, но... Кстати, знаете, в чем прикол эльфов? Эльфов же бафнули. Об этом нигде никто не сообщил, но эльфов бафнули. Эльфов на самом деле жестко бафнули. Взорви! Хорош. Просто какой ты умничка, какой ты молодец, какой ты просто сладкий булочка. Эльфов бафнули. Теперь, когда появляются... Короче, вот, видите, антимаг. Он без маны появился, но у антимага нет маны. Но теперь, когда у вас герои начинают бить, соответственно, с маной, то иллюзии будет появляться без маны у противника. И это на самом деле баф, потому что раньше антимаг, когда видел эти иллюзии, он такой слюнями покрывался и думал такой: это мое? Это все мне? О да! Вот так вот и было, отвечаю. Вот так вот и было. Отвечаю. Попробуй собрать Марс в 3, я тебя порву. Я приду к тебе домой и сожру все, что у тебя там есть. И тебя тоже. Ну даже яички рядом с тобой. Ну что за дела? Почему я на 7 уровне ролюсь? Потому что на 7 уровне шанс выпадения редких фигур 35%. Интересно, кто из нас быстрее соберет... там еще один чувак собирает Марси. Да вы что, опупели? Вы что там, ухи переелись или как? Это моя корова, и я ее буду доить. Так, кстати, вот бог пришел. Ну, закономерный итог как бы налицо. Антимаг не имба, 8000 урона. Угу. Естественно, конечно, не имба. Пожалуйста. После этой катки у меня будет нервный тик. Вы понимаете, чел сидит 50 монет плюс и показывает скиллуху на первом месте, на Санфлауэре. Ну это жестко. Вот согласитесь, это очень жестко. Ты тут со слезами на глазах пытаешься что-то наролить, чел в 50 монет плюс сидит с винстриком, кайфует от жизни. Ясно.
Пишем в комменты. Скилл. Не знаю, посмотрим. Скорее всего, я его не смогу забрать. Не, если я его смогу затащить, то это будет круто. Но ему люто фартит. Ему и Радик еще упал. Если мне фартанет на Марсе... Ну, сейчас тут он меня вынес. Если до этого у меня были хоть какие-то шансы, то сейчас нулевые шансы. Типа у него и Радик, и то, и все, и пятое, и десятое. Ну, короче. В общем. Не, ну может быть, кстати, сейчас Ну, там мартретка. Не смогу. Не смогу. Не получается. Короче. Возможно, мне фартанет все-таки на Марсе. И Марси ко мне придет. Возможно. Не факт, конечно, но возможно. Понятно. Ну, Рубик в 3 звезды тоже хорошо, кстати. Если мне фартанет на Марсе в 3 звезды, и дальше мне фартанет на предметы, то есть, допустим, смотрите, на 35-м раунде мне падает с первого раза Monkey King Bar, падает перчатка демонов и драконий рог. Все. 100% это катка моя. Можно еще, кстати, так как он эльфов собирает, можно еще жетон отступника. Жетон, который дает на 50% больше урона по такому же классу, либо же синергии, ну, классу расе. Вот такой вот. Ну, кстати, есть еще один вариант. Это Мамора. Если на 30-м раунде ко мне придет Мамора, я закину туда, соответственно, Марси. Она апнется там в 2 звезды, возможно. И я, соответственно, ее апну через яйцо. Есть еще вот такой вариант, как мы можем поступить. Вот, кстати, еще один эльф. Но из-за того, что он всех кучно ставит, это просто красавчик. Ну, я таких людей обожаю. Я всегда говорил и буду говорить, что такие люди — это просто на вес золота. Таких людей надо ценить. Он меня тут, конечно, порвал. Но таких людей надо ценить. У меня 17 хп. Боже, походу, у меня не получится собрать мою любимую Марси. Вот если бы этот крузник вылетел, то было бы хорошо. Как же поступить? Что же делать? Ладно, сейчас надежда на то, что ко мне придет Мамора на самом-то деле. С Маморой будет все попроще. Попроще, покруче. Жизнь заиграет новыми красками. Нужно Марси. Марси, пожалуйста, Марси! О, рыбалка, кстати. Пойдет. Плюс 20 монет сюда в копилочку. Пожалуйста, пожалуйста. Бог рандома. Да! Да! Ну что, ребятки. Начинается контент. О, хорош! О да! О да, детка! Ну, на Рики, конечно, я не особо-то рассчитывал, но... Хорош. Вот теперь отлично, все, теперь я почти фул упакованный. А кого мне еще одного поставить? Ну, если бы у меня был 8 уровень, на 8 уровне я бы мог поставить себе какую-то легендарку. Но 8 уровня нет, поэтому отталкиваемся от того, что имеем. Блин, ну на самом деле дезолятор это прям топчик. Топчик за свои деньги. Минус 18 брони стычки. Мне бы сюда еще жетон отступника против эльфов, и было бы вообще 10 из 10. Наверное, бабку поставлю пока что. А что мне делать еще? Ну, дальше мне только сидеть в деньгах. Нужен Дум 2 звезды. В идеале.
Чтобы вы понимали, я почему Рики сейчас ставлю на первую линию. Во-первых, я его ставлю в середину, потому что у Рики огромный радиус тучки. Вот такой. И когда рядом с ним будут противники, он тучку кидает под себя. Вот поэтому я беру именно так. О, там жрец собрался. Хорош. Башер, обезоружие. Ни грамма не жалею о том, что я собрал себе гритеров. Катка эпическая. Чел на жрецах меня, конечно, удивляет там. Омник нужен, кстати. Можно омника реально будет поставить себе. Надо будет 8 взять. Под омника будет хорошо. Кстати, а вот эльф. А вот и эльф. А по-моему, я его на помойку отправил. Деньги! А это еще и картинка, прикиньте, раз бил винстрик. Так, первый винстрик я ему сбил. Сейчас, если он второй раз ко мне придет, я ему второй раз собью винстрик, это будет нереальный кэш. Это что, пахнет камбэком? Это пахнет камбэком? Это жестко. О, обезоружь! Вот это подгон по-братски. Мне бы, конечно, еще жетон отступника, чтобы 50% больше урона было, и вообще было бы шикарно. Крузник на эльфах откис. Какая красота, бог ты мой. Но я буду с Санфлауэром, походу, драться 1-1. Жреца я вообще не боюсь. Жрец там для меня это не страшно от слова совсем. Если бы у него было орк-жрец в 3 звезды, вот это было бы очень опасно. Но чел, кстати, играет через мартретку. Окей. Окей, окей, окей. Это будет весело. Как мне фартануло на МКБ, отвечаю. Мне очень жестко фартануло на МКБ. Все, как я говорил ранее, если мне будет фартить теперь на предметы, я его разорву в пух и прах. Не, ну, кстати, он тоже мне может разорвать, если ему хорошие предметы упадут. Ну, как же тильтит обезоружь, да? Как же тильтит обезоружь? Ой, прикиньте, 2 раза подряд пришла ко мне картинка, и я 2 раза подряд сбил винстрик. Так, может, ты сейчас еще раз ко мне... А, ты уже оригиналом сейчас придешь. Сейчас мы посмотрим, дорогой мой. Сейчас мы с тобой разберемся. Вот это катка. Но эта катка будет надолго. Надолго, точнее. Блин, мне нужна перчатка демонов. Пожалуйста, бог рандома. Бог рандома. Кланяюсь, кланяюсь. Дай мне перчатку 4 тира, перчатку демонов. И с дракона дай мне драконий рог. И все. Это будет имба. Драконий рог. И перчатка 4 тира. Все. Больше мне ничего не надо. Ой, Мартер. Ой-ой-ой-ой. А кто получил по горбу? Месть. Сладкая штука. Боже, 3 раза... 3 раза подряд я ему сбил винстрик. 3 раза подряд. Обалдеть. Соберу Энигму. Пусть будет. Все-таки Энигма будет накидывать свою... Midnight Pulse. Забыл, как называется, короче. Черную дыру будет свою накидывать. Будет выжигать их жестко. Не, ну, кстати, если Омник ко мне придет, я Омника поставлю. Так как все-таки, ну, это огромный, скажем так, процент поглощения урона как магического, так и физического. И для меня это будет огромный плюс. На дебафы мне все равно. Но вот это вот поглощение, это прям то, что доктор прописал. Но только нужен Омник 2 звезды. Но судя по тому, как ко мне приходила Марси, единственное, что я смогу найти, это болт на 28. Двойные клыки. Кстати, двойные клыки это хорошая тема. Башер тоже классная тема. Уху-ху-ху. Кстати, зомбаря буду собирать еще тогда. Ну, раз идет, то зомбаря буду собирать, раз он так просится. А просится он жестко просится. Короче. Башер мне этот не нужен. Да, это классная тема, этот башер. 100% это обалденная тема. Но я думаю, все-таки найти предмет 4 тира, который дает чистый урон.
Ну просто понимаете, там тонна иллюзий. Ух ты, бог ты мой. Там тонна иллюзий. Если бы не было тонны иллюзий, я бы еще подумал на этот счет. Первое. У меня чистый урон с руки. Это первый момент. Второй момент. У меня Кримсон, который дает двойной урон по цели, на которой, соответственно, есть это вот... Ну, короче, на которой работает Кримсон. Боже, как я наваливаю. Ну. Не! Было близко. Было близко. Как мне зомбарь люто идет. Да обалдеть, как мне зомбарь идет. Пусть Энигма будет, но лишним он не будет, правильно? Правильно. Сейчас, кстати, надо самое главное, это поставить расстановку правильно, потому что он может сейчас же антимага под меня подкинуть, и это будет неприятненько. Это будет очень как неприятненько. А что мне из предметов 4 тира еще, допустим, надо? Да на самом деле, по-моему, ничего. Если бы не предметы 5 тира, то криты. Криты либо ради. Либо рапира. Рапира! Было бы идеально. Ой, он, кстати, Марси закирил. А как же мне плевать? А отхила у тебя нету? Не, ну где-то мне должно же было повезти, правильно? Где-то мне должно было повезти. Так, я потихонечку набираю обороты, знаешь, так вот, как этот... Ах, тигр. Джакира раскрыл, кстати. Как же хорошо идет. Мне из Амбари Энигма так люто идет, аж удивительно. Не, ну Кримсон, конечно, классная тема. Двойной урон — это то, что доктор прописал. Сейчас, короче, самое главное, не провтыкать момент и правильно переставить Марси. Я ж, думаю, он догадается антимага как бы переставить. Кстати, у него жетон отступника, это жесткий предмет. Чтобы вы понимали, он сейчас не по 350 меня бьет, а где-то по 500. Если не больше. Ну там ровно половина урона добавляется, это жестко. Я в себе хотел такой Кримс, этот жетон отступника. Слишком много урона дает. Особенно по эльфам. Кстати, обезруш вешается на мартретку, у него больше урона. Печалька! Ну, плевать. Пока что плевать. Антимаг. Может, антимага соберу в 3 звезды, а? Ну классно то, что у Мартретки нету никакого отхила. Был бы у нее отхил, были бы проблемы. Так как у нее отхила нет, проблем нет. Логичная логика, да? Но он вообще как-то с антимагом не играется, не переставляет, как-то, ну, тупо немного. Даже не немного тупо, просто тупо. Но у нас чисто с ним такая мужицкая баталия. Ой-ой-ой. Может, я из зомбаря в 3 звезды с Энигмой соберу под конец? И Дума, может быть, хотя бы в 2 звезды соберу. Боже, я на самом деле, если честно, не думал, что я даже доживу до топ-2. Потому что, типа, так жестко все. Мне жестко не шло ничего. Но по итогу мне повезло со шмотками. И, ну, в самый критичный момент ко мне пришла Марси в 3 звезды. В самый критичный момент. Не пришла бы мне Марси в самый критичный момент в 3 звезды, то было бы мне 3... Вы сами знаете чего, да? Додумайте сами рифму. Не знаю, я думаю, этот Кримсон скипнуть. Можешь попробовать предмет 5 тира найти.
Кримсон. Ну, типа, да, там двойной урон дает, все такое. Ну, не знаю, короче. Может скипнуть все-таки, не париться. О. Хотя, ну, кому мне эти бусы? Минус 6 брони мне не надо. Бесполезный предмет Мамора. Пойдет. Засуну, да. Антимага пусть будет. Хотя у нас сейчас уже конечная будет. Тут наконец-то Дум 2 звезды апнулся. Темпларка, спасибо. Да чтоб мне всегда такое усиление приходило. А я взять ничего не могу, прикиньте. А безоружь мне надо. Ну, из 4-го тира только если Battle Fury ко мне придет. Вот Battle Fury прям то, что доктор прописал. А ну, Энигму, давай напоследок, Энигму. Ну, Энигма нужна. Ну ты посмотри, да? На последние роллы не смог Энигму найти. Кстати, маску нашел. Масочка, это уже плохо. Ну, на самом деле, мне плевать даже на эту маску. Я думаю, даже хоть 10 масок он там найдет себе, я его разорву. У него намного слабее персонажа сейчас, чем я. Хотя у него сильный перс. Ну да, там сильный перс у него. Блин, 2 хп осталось, капец. Ну, нет так нет. Не знаю, короче, Кримсон мне не нравится. Я думаю, все-таки скипну 2 этих предмета. А безруш я ставлю, а безруш слишком сильный предмет. Придет Battle Fury, будет классно. Я придумал гениальную идею. У меня сейчас будет столько мясов. Закачаешься. Закачаешься. Ой-ой-ой, там чел сейчас приколится. Но он сейчас по мне в жизни не попадет. Во-первых, у меня безруш. Во-вторых, у меня клинок тени. Там у меня мясов тонна. Да плевать. Ну, я все равно под Марси подкину сейчас твою. Ну, свою Марси под Марси твою подкину. Жалко, Дум полетел в эрку, а не в мартретку. Ой, ой, а что такое? А что такое? А что это такое? Вот это катка. Вот это я понимаю, Котелло. Ребят, напомню, 50 лайков, и я выложу ролик под 6 богами через Абадона. Напоминаю, 50 лайков. Все, погнали, работаем. Но это была очень жесткая катка. Честно, я в моменте даже немного опустил руки. Предметы у него шикарные. Но у меня предметы получше. Намного получше. Но вот серьезно, типа, это жестко. Это очень жестко. Это прям капец. Я честно, я не ожидал, что будет такой итог. Это кайфули. Это реально кайфовая катка. 10 из 10, а не катка. Фух. Но зато показал реализацию гритеров через Марси. И скажу так, ну вот без рофлов. Пришло бы мне так, как пришло вот этому Санфлауэру по фигурам и с такими же предметами, как есть у меня сейчас. Это торба. Это просто была бы торба всему и вся. Это обалденная игра. Ну, типа, очень крутая катка. Мне очень фартануло на МКБ, и это МКБ просто зарешало. 3 раза подряд я у него инстрик забрал. 3 раза! Кайф. Если мне что-то еще добавить? Нет. Что думаете по поводу этой катки, вы напишите в комментариях. И не забываем ставить свой лайк и комментарий от 3 слов, чтобы просто поддержать меня, и чтобы ролик продвигался в тренды рекомендации. Также не забудьте подписаться на мой телеграм-канал, он закреплен в описании под видео, в комментариях под видео. И на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи.